Друзья, всем привет! Сегодня я буду делать кофейно-медовый скраб или пилинг. Мне понадобится кофе, понадобится масло, мед и некоторые другие ингредиенты по желанию, такие как эфирные масла. Какое-то количество кофе я беру. Добавляю туда небольшое количество масла. Ну, можно, так как масло твердое, прям рукой можно добавить небольшое количество для того, чтобы пилинг был не только пилингом, не только скрабировал и очищал кожу, улучшая кожное дыхание, но еще плюс и кожу питал. Сейчас я немножко перемешаю. Дальше я добавляю мед. Мед, кстати, с крупинками засахарившийся тоже может выполнять роль пилинга. Но здесь я его добавляю для лучшего увлажнения кожи, потому что в меде много полисахаридов. Это Бостон сюда пришел. А у тебя есть какие-нибудь домашние животные? Нет, если честно, я не прям фанат. Мне собаки нравятся, а кошки прям нет. Ну, это тоже надо ухаживать за ними время. Я подрабатываю иногда в этом сервисе по выгулу собак. Не потому, что я нуждаюсь в тех деньгах, которые там платят, потому что я боюсь собак. Боишься? Да, я их боюсь. И я приняла решение, но чтобы побороть страх, нужно иногда как бы с ним контактировать, чтобы дать подсознанию понять, что он, это не так уж прям жизнеопасно. Ну, может быть, когда-то тебя напугала собака? Да. И поэтому... Было. Но я поэтому раньше, когда еще до этой подработки, я когда встречалась с собаками, меня прям парализовывало от страха. А сейчас уже все проще, видимо, я дала как-то подсознанию понять, то, что не каждая собака несет в себе жизненную угрозу для меня. Вот, это прикольно. А коты для меня это бесполезное просто создание. Ну, потому что им от тебя только что-то надо. И они, как я читала, они считают, что это ты домашний любимец. Конечно. И они тут главные. Вот. Да. А собака, она больше, наверное, дружелюбная, ориентирована на тебя, на дружбу. А коты на потребление. Да. А мне такое не надо. Я сама такой быть хочу. Зачем мне такое? Ну, правильно, да, что соприкасаться со страхом, потому что была, видимо, травма когда-то, и твой организм уже при виде собак, он реагирует так. Да. И чтобы сформировать новый такой паттерн поведения. Именно. И дать вот себе понять, что это не так уж страшно. Ну, то, что, по крайней мере, не каждая собака несет в себе какую-то прям угрозу. Ну, потому что раньше мимо домашняя собака идут с ней на поводке, упаси Господь, она ко мне подойдет, чтобы меня понюхать. Меня уже вот прям есть понятие страха, а есть понятие ужаса. То есть страх нас же подстегивает и заставляет там бежать или бороться, а ужас, он прям вот парализует. Вот ты прям встал, и ты не можешь ничего сделать. Все, ты еле дышишь. Тебя здесь просто не существует. И вот у меня прям было именно ощущение ужаса. Сейчас, как-то, полегче уже. Я понимаю, что не все они агрессивные. Вот так. А котята прям бесят. Прям, потому что недавно мне не довелось жить в квартире, где куча котят. И как они раздражают, Господи Боже, они постоянно бегают. Может быть, будь я маленькая, или будь у меня в детстве кошка, у меня бы была какая-то симпатия. А поскольку я уже не маленькая, в детстве у меня кошки не было, у меня не сформирована вот такая вот любовь и привязанность именно к кошкам. И то, что они носятся, то они додумались на шторы там написать, накакать. И нужно снимать шторы, стирать. Боже мой, да, такое бывает. Еще ты бегаешь по квартире, не можешь понять, откуда запах вообще идет, где, собственно, помечено. То есть много эмоций, кстати, у тебя в этом. Котята много эмоций. Много эмоций. Да. Скачут. То разодрали, как бы это испортили. Мне неприятно сталкиваться с какими-то трудностями, которые не запланированы мной и которые мне в принципе не нужны. Не приносят они столько любви, сколько трудностей. Вот так. Ну да, и здесь уже выбор дальше. Поэтому не очень.
Вот такой вот очень просто жидкий получился у нас пилинг, но это и хорошо, его очень легко будет наносить. И так же, как и с другими пилингами, мы работаем достаточно медленно, не нужно клиента как-то активно натирать. Все-таки это спа-программа, спа-процедура. Сначала клиент у нас идет в сауну, в баню, я не знаю, в инфракрасную сауну, для того, чтобы немного распариться, подготовить кожу к пилингу, чтобы он лучше действовал, чтобы лучше омертвевшие частички эпидермиса ликвидировались. Вот он такой черный. Ну вот ногти тоже будут черные. Но если сразу вымыть, будет все это быстро смываться. Он такой жесткий, да, достаточно. Но солевой самый жесткий, да, по твоим ощущениям? Да, именно так. Он был самый колючий. А этот, ну я бы не сказала, что он достаточно жесткий. Но он приятно жесткий. Угу. Мне приятно. Там же мелкие вроде частицы, Да, они мелкие. не угловатые. То есть он мягкий, я думаю, даже. Ну, средний. Но вот сахар самый мягкий. Наверное, да. Но то, что еще вы с водой его смешали, я думаю, он так подрастворился. Еще многие добавляют кофейно-медовый пилинг, сливки. Они тоже будут увлажнять кожу. Вот такой прям вот домашний пилинг, эко-пилинг. Если в кофе добавить еще мед и сливки, и всем этим натереть кожу. Это даже звучит аппетитно. Ну и по традиции после скраба можем сделать массаж на питательных маслах или сделать обертывание. После того, как я проведу процедуру скраба, клиент пойдет в душ, смоет это все, вернется обратно, я заверну в термоодеяло. Либо, если очень тепло в помещении, клиент хорошо разогрелся в сауне, я просто заверну в полиэтиленовую простынь клиента и накрою полотенцами. Такие одноразовые полиэтиленовые простыни можно приобрести. Они везде продаются для обертываний, простыни называются. Те места, где более эпидермис огрубевший, можно уделить больше внимания. Это, смотрите, стопы, это локти, это колени. Не щекотно? Если клиенту щекотно, значит движение делайте более медленно. Вот такой у нас самодельный сегодня пилинг получился, который можно использовать и в профессиональной деятельности, включить его в свой прайс. Если вы мастера по спа, по массажу, вы можете приобрести онлайн-урок. У меня есть такой урок по спа. Туда входят пилинги, обертывание, медовый массаж, подводный душ-массаж тоже. Такая есть очень приятная процедура. Она и приятная, и сильная тоже. Нажимаете слово «Еще» под видео и переходите по ссылке на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой или записывайтесь в мою студию на массаж. До массаж. Всех приглашаю.
Всем пока. Вот мои черные руки.